Одна маленькая буква может сделать большую разницу. Иногда эта разница смешная. Например, ишак и шаг. Иногда философская. Вода и года. А иногда разница не очевидна. Dreamy L10S Ultra и Dreamy L10 Ultra. Круглые, белые, с лидаром и окном в бампере, с большой док-станцией. Может, они вообще ничем не различаются? Но почему тогда модель без буквы S на десятку дешевле? Всем привет на канале Best Robot, и сегодня мы со всех сторон рассмотрим Dreamy L10 Ultra, погоняем по стендам и разберемся, чем он отличается от L10S. Первым делом заглянем в красивую коробку. Внутри нас ждет станция самоочистки, робот, шнур с евровилкой, боковая щетка, которую предстоит установить, пара мопов с салфетками, запасной мешок для мусора, ёршик с разрезателем, инструкция на разных языках, включая русский, краткий мануальчик и гарантийный талон. В целом комплектация такая же минимальная, как у L10S Ultra, только без картриджа для моющего средства, потому что здесь более простая станция. Производитель явно не стремится раздавать расходники, которые вы можете купить отдельно. Комплектация неплохая, есть все, что нужно на первое время, а запасные аксессуары вообще не проблема. Характеристики робота на экране. В целом, они такие же, как у L10S Ultra, за исключением стоимости, которая у базовой десятки процентов на 15 ниже. Визуально роботы мало чем различаются. Кругляш высотой 95 мм, дальномер впереди, пылесборник под крышкой, лидар с датчиком давления. Кнопок привычно 3. Пуск, домой и локальная уборка. Индикация не слишком яркая, дискотеки не будет. На корме зарядные клеммы, датчик поиска базы, отверстия для заполнения бачка и парковочные кнопки. Когда их нажимают выступы на станции, пылесос понимает, что стыковка прошла четко и уже можно пудрить носик. Слева выпускная решетка, справа динамик и люк самоочистки. На носу находится главный отличительный признак робота. Если у L10S был красиво обрамленный объектив камеры с перекрестными лазерами, то у L10 обычное окошко 3D датчика, такое же, как у L10 Pro. Тактильные датчики остались на месте, и боковой тоже. Пылесборник один в один, как у эски. Двойная фильтрация, HEPA-фильтр плюс сетка, шторка во впускном отверстии, окошко для выгрузки мусора. Также под крышкой находим Wi-Fi индикатор и кнопку перезагрузки. Днище тоже выглядит знакомо. Колеса с вездеходным протектором, поворотный ролик и 4 датчика падения. Ковровый датчик, торцевая щетка на фиксаторе. Раструб плавает, приспосабливаясь к рельефу пола. Рамка со шторками, улучшающими всасывание. Под ней ребристый валик, шерсть не наматывает, торцы снимаются. В задней части днища размещаются разъемы для мопов и отверстия для смачивания. Салфетка крепится на липучке, а мопы снабжены магнитами. Устанавливаются легко и просто. Визуально станция самоочистки отличается только дизайном съемной панели. У L10S она блестящая, а у L10 белая. В остальном та же колонна с пандусом и поддоном. Система работает так. По ребристой колее пылесос заезжает в док. Станция набирает воду в поддон, салфетки вращаются, трутся о пупырчатую поверхность и освобождаются от грязи. Затем станция откачивает грязную воду в отдельный резервуар. Парковочные выступы нажимают на кнопки, сигнализируя пылесосу, что все ок, после чего станция заправляет встроенный бачок. Также в доке установлены клеммы и маячок. По бокам отверстия для самоочистки пылесборника. Акцентирую ваше внимание на том, что поддон съемный. Это очень удобно. Такая же конструкция у L10S. Отсек для мешка под съемной панелью, за которой спряталась птичка для обслуживания. Система установки мешка стандартная. На задней панели базы выпускные отверстия и гнездо для адаптера. Чуть выше тумблер питания. После подключения станции над логотипом Dreamy загорается белый индикатор. Перед крышкой никаких кнопок нет, а у L10S здесь была небольшая панель управления. Выезд со станции, автоматическая уборка и просушка. Но главное отличие – конструкция отсека для резервуаров. У L10 здесь просто два бачка, а у эски был еще и картридж с моющим средством. Бачки совершенно одинаковые, по 2,5 литра. Никаких отличий. Кстати, между ними все-таки остался разъем для картриджа. Есть даже некие отверстия, но в приложении функции дозирования моющего средства нет. И если вы купите и поставите картридж, в лучшем случае оно будет подаваться самотеком или не будет идти вовсе. В задней стенке под заглушкой
заглушкой скрывается отверстие для подключения станции к водопроводу и канализации. Правда, комплекта компонентов именно для этой станции я не нашел. Есть только для L10S Ultra. Подойдет он или нет, сказать сложно. С одной стороны, станция такая же, как L10S. С другой стороны, спецкомплекта нет. Примеров подключения такой станции в YouTube я тоже не нашел. Если вы, будучи счастливым обладателем Dreame L10 Ultra, смогли подключить его станцию к коммуникациям, пожалуйста, оставьте комментарий, чтобы мы все знали, что это возможно. На этом по станции все. Характеристики на экране. В целом, у Dreame L10 Ultra стильный и современный дизайн, отличающийся от дизайна L10S Ultra только по функциональным аспектам. Сделано добротно, никаких претензий. Переходим к функциям. Управлять можно с помощью фирменного Dreame Home. Через Mi Home не получится. Dreame L10 Ultra просто нет в списке роботов, управляемых через это приложение. Подключение простое, через российский регион. Приложение предлагает широкий функционал для детальной настройки уборки, редактор со всеми типами зон, параметры для каждой комнаты, график по дням недели и другие привычные функции. Из особых возможностей можно выделить детализированную 3D-карту с дверными проемами и виртуальной мебелью, которую можно на ней расставить. Команды быстрого управления, представляющие собой последовательность уборки в разных комнатах с определенными настройками. Показ ковров на карте, чтобы их можно было обвести целевой зоной и сделать дополнительную уборку. И, конечно же, гибкая настройка самоочистки. Можно выбирать частоту полоскания и самоочистки, продолжительность сушки и даже расход воды во время полоскания. Кстати, есть отдельная функция. Станция заливает воду в док, чтобы мы могли спокойно поработать тряпкой и ёршиком, а затем собирает грязь в черный резервуар. Приложение качественно переведено на русский. В списке по умолчанию есть русскоязычный голосовой пакет. С Алисой взаимодействует без проблем. Включи максимальную мощность. Список функций Dreame L10 Ultra на экране. Выглядит внушительно, но все-таки заметно уступает L10S. У обычного L10 нет выбора напольного покрытия и функции обхода кромок. К камере удаленно подключиться тоже нельзя, потому что ее просто нет. Зато у робота есть 3D-датчик. Или нет? Вначале я собирался провести полноценные тесты с предметами на полу, но после уборки в комнате уже все стало понятно. Здесь мы имеем дело с 3D-датчиком Шрёдингера. Он как бы и есть, но его как бы и нет. Робот стукнулся в сушилку, а потом, как ни в чем не бывало, залез на трубчатую ножку, повисел секунд 15 и поехал дальше. Сравните, где сушилка была в начале уборки и где оказалась в конце. Комментарии излишни. С другой стороны, а с чего мы вообще решили, что робот определяет предметы? В инструкции об этом ничего не сказано, на бампере ничего не написано, просто квадратное окошко более красивое, чем узкая прорезь. Как говорится, ничего личного, просто маркетинг. Как для обычного робота с лидаром, Dreame L10 Ultra ориентируется хорошо, обметает ножки мебели, обходит коробку, едет вдоль штор. У отсутствия 3D-датчика даже есть преимущество. Робот легко перемахивает через 2-сантиметровые пороги. У L10S с этим были проблемы. По черному коврику катается свободно и сразу же добавляет мощность. Carpet Boost работает корректно. Как и датчики поверхности, со стола не падает. На втором этаже запускать можно смело. Во время влажной уборки для ковров есть два сценария. Первый. Робот заезжает на них и поднимает мопы. Высоты подъема хватает, чтобы салфетки не соприкасались с поверхностью ковролина. Со средним ковром салфетки контактируют, но хотя бы не мешают перемещаться. Второй сценарий – обход ковров. При выборе этого алгоритма мопы даже краешком не касаются мягких покрытий, по крайней мере в большинстве случаев. Короче, в плане работы с коврами никаких отличий от эски. Еще одно преимущество упрощенной навигации – возросшая продолжительность работы. С максимальной силой всасывания L10 проработал 104 минуты и успел убрать 111 квадратов, что примерно на 12% больше, чем у L10S. Производительность выдающаяся. К алгоритму работы на площадях тоже вопросов нет. Четко, последовательно, рационально. Робот-пылесос почему-то стал тише, от 53 до 65 дБ в зависимости от режима. Неужели реальная мощность стала еще меньше? По номиналу заявлено 5300 паскалей, как у L10S. Но, как мы уже поняли в прошлый раз, речь здесь идет скорее о силе маркетинга, чем о силе всасывания. L10 не показал ничего нового. Основная зона работы 2,4 мм, остальное результат случайности. Впрочем, посредственная сила всасывания почти не мешала L10S качественно убирать ламинат
и ковролин. Посмотрим, как обстоят дела у базовой L10. Мусор разной фракции пылесос собирает уверенно, хотя и не идеально. По краям остаются соринки, но особо низкая эффективность при работе в углах. Даже с 2 проходов торцевая щетка оставляет хлопья у плинтуса. В тестировании с песком L10 показывает такие же слабые результаты, как и S-ка. Подбирает плохо и оставляет следы по всей поверхности. Спасатели Малибу бегут явно не за этим пылесосом. На тонком ковре робот задумался о смысле жизни. Зачем убирать этот проклятый стенд? Если через пару дней на него снова вывалят гору мусора и пустят другого робота, а потом следующего и следующего. Но потом L10 вспомнил, что нужно жить здесь и сейчас, и поехал дальше. В итоге он качественно зачистил основное пространство, хоть и оставил мусор по краям. На среднем ковре результат неожиданно хороший – 86%. У L10S было только 80%. Единственное объяснение этого феномена в том, что в прошлый раз вдоль стен оказалось больше соринок, а в этот раз мусор распределился более равномерно. Лепестково-щетинистая щетка во всех тестах показала себя хуже, еще и сильно забивается волосами. В этом плане все стабильно. Из 2 комплектов аксессуаров на Filterix выбираем тот, который с резиновой щеткой. В технологии влажной уборки есть существенное отличие. Базовый L10 не промывает кромки с полуповоротом. Проверим, отразится ли это на качестве. Заряжаем салфетки и отправляем робота отмывать присохший кофе и сок. С первого прохода пылесос отмывает большую часть загрязнений, а со второго улучшает результат. При этом отсутствие обхода кромок негативно отражается на пристенных зонах. В пределах 6 см от плинтуса они остались непромытыми. Для сравнения, L10S не промывает только 2 см. С адской грязью робот справился с 6 проходов, но по-хорошему нужно запускать еще раз, чтобы вытереть разводы. Вдоль стен грязная полоса так и останется, но середину можно потереть и получше. Кетчуп. Самый сложный тест. Здесь я запускал уборку с тройным проходом. Но после первого запуска изменения на стенде незначительные. Местами удалось что-то промыть, но в целом с такими задачами L10 Ultra не справляется. По итогу можно сказать, что качество уборки неплохое. Для профилактической протирки в доме в самый раз. Отмоет отпечатки мопсика и грязь у входного ковра. Но L10S Ultra, конечно, моет гораздо лучше. Перед тем, как перейти к самоочистке, я покажу немного скучных цифр, и пока буду скучным голосом их комментировать. Вы как раз успеете поставить лайк под роликом, прожать подписку и колокольчик. В процессе уборки квартиры полезной площадью 83 квадратных метра робот-пылесос полоскал салфетку 9 раз. Изначально бак был заполнен на 2,5 литра, что соответствует его номинальному объему. В конце уборки в нем осталось еще 700 мл чистой воды, а грязной стало 1350 мл. Таким образом, Dreamy L10S Ultra расходует до 200 мл одним полосканием и еще порядка 5 мл на 1 квадратный метр в процессе уборки. А теперь, собственно, поговорим о качестве самоочистки. После кофейного теста робот промывает салфетки качественно, под краном вымыть ничего не удалось. После сока салфетки порыжели. Привести их в порядок будет сложнее, но L10 справился лучше S-ки. В процессе ручной стирки удалось отжать совсем немного грязи. После адского теста салфетки адски грязные. Робот сделал все, что в его силах, но в процессе ручной стирки получилось еще кое-что вымыть. Кетчуп-станция тоже отмывает на среднем уровне. Они все равно остаются рыжеватыми, и привести их в порядок можно только собственноручно. L10 Ultra тратит на полоскание на 25% больше воды, и это чувствуется в результатах самоочистки. Но все-таки надо учитывать, что L10S может добавлять моющее средство, и тогда его результаты будут куда более представительными. В конце влажной уборки станция сушит салфетки горячим воздухом. В моем случае 2 часов хватило с избытком, высыхают они гораздо раньше. Для тестирования очистки пылесборника я использовал разные типы мусора. Хлопья, семечки, песок, крупа, наполнитель. Ни с одним загрязнителем у станции проблем не возникло. По опыту L10S могу отметить, что иногда крупные куски наполнителя могут блокировать люк самоочистки. Но во время тестирования L10 ничего такого не произошло. Подведем итоги. При внешней схожести и почти идентичной конструкции Dreamy L10 Ultra все-таки серьезно уступает собрату. В отличие от L10S, он не показывает ковры на карте, не обходит кромки, из-за чего страдает качество влажной уборки, не может постирать салфетки с моющим средством, но самое главное, окошко 3D-датчика на самом деле муляж. Никакого определения предметов у данной модели нет. При этом Dreamy L10 Ultra это все-таки крутой all-in-one пылесос. Свои 90 баллов он получил вполне заслуженно.
Если носки лежат в шкафу, кот ходит по струнке, а в доме не так уж и грязно, можно смело брать. Тем более, что на отдельных площадках на этот пылесос дают хорошую скидку. А у Best Robot его можно взять еще дешевле. Dreamy L10 Ultra абсолютно новый, гарантированно рабочий экземпляр, протестированный у вас на глазах. Может стать вашим почти бесплатно. Заходите в наш телеграм-канал и узнайте актуальную цену в закрепленном сообщении. Вот здесь. А на этом у меня все. Как всегда, пишите, жмите и до новых встреч.